Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поделимся самой актуальной информацией на 16 января 2022 года. Поговорим о том, что можно обязательно сегодня делать по народным приметам, от чего на этот день нужно отказаться, как правильно провести этот день и почему именно в этот день нужно зажечь свечу и сказать определенные слова, как это вам поможет в жизни. Далее более подробно в этом видео, поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, народный календарь на 16 января. И отмечается 16 января народный праздник Гордеев день. В православном церковном календаре это день почтения памяти мученика Гордея Каппадокийского и пророка Малахии. Другие названия праздника 16 января: Гордей, Гордей, День Малахии доильницы, Малахий или оберег коровы. По народным поверьям, 16 января нельзя было хвастаться, ведь гордыня – это первейший смертный грех. К тому же он есть начало всех пороков. Если же кто-то сегодня будет хвалиться, то, вы знаете, может остаться ни с чем, потому что наши предки считали, что Гордей все то заберет. И считалось, что 16 января нечисть злобствовала. Ведьмы, проголодавшиеся после ночных гуляний, могли коровушку задоить до кончины, забрав у животинки кроме молока и кровь. Поэтому хозяева 16 января, у кого были коровы, проводили защитный ритуал-оберег. Брали просаленные свечки и вязали их над воротами, а также обязательно просили и помощи у дворового, оставляя ему каравай. Делали его специально для маленького духа из 3 пригоршней муки. Одна из дома, другая была соседская, а третья освященная в храме. И над готовым пирогом говорили следующие слова: «Дворовой ты мой родной, скотину мою убереги, молоко ее сохрани, ведьму от нее отгони, заплутай ей пути». Куском этого каравая угощали и буренку, а также давали ей молочную овсяную кашу. Также сегодня, 16 января, чистили обязательно хлев, а после осматривали, нет ли в нем щелей. При необходимости затыкали их соломой. Существовало в народе поверье, что 16 января выпавший снег обладает силой притягивать женскую красоту. Поэтому девушки набирали снег в емкости и обтирали лицо утром, затем в обед и уже перед сном. При этом ничем не утирались. Талую водичку не выливали, а собирали в емкости, чтобы каждое утро ею сбрызгивать лицо и тело, чтобы оно молодело и становилось только красивее. Наши предки верили в то, что 16 января можно было вылечить припадочного человека. Безусловно, дома сделать это не было возможности, поэтому просили помощи у целителей. Рожденные в этот день считаются хорошими пекарями и поварами, умеют распознавать добро и зло, а также слушать природу. Им свойственны сомнения и страхи, но они не мешают его прозорливости. В качестве талисмана им подходит аметист, гранат или лазурит. Конечно же, 16 января наши предки сохранили запреты, которые нужно было соблюдать в этот день. Поэтому наши предки верили в примету, что нельзя 16 января делать уборку в доме и особенно мести пол, выметая мусор за порог. Считалось, что хозяйка, нарушившая этот запрет, вместе с мусором рискует вымести из дома благополучие и семейное счастье, а потому в семью придут невзгоды и бедность. Однако при этом запрещалось оставлять неубранным хлев, поскольку если сегодня из человека изгоняли беса, а 16 января считалось для этого самым идеальным временем, то он мог переселиться в домашнюю скотину.
Поэтому хозяева с самого утра чистили хлев и сарай, а животных кормили специально испеченным для этого караваем и сваренной на молоке кашей. Нельзя 16 января было и доить корову в одиночестве, делать это нужно только вдвоем. Наши предки боялись, что кормилицу до смерти сглазят, поэтому пока хозяйка доила, помощник читал разные защищающие молитвы. Существует и запрет на 16 января, чтобы никто не хвастался своими достижениями, иначе могут сглазить, и вы станете неудачником. Девушкам 16 января нельзя было надевать обновки, иначе позавидуют окружающие, и очень скоро обнова порвется или по какой-то другой причине придет в непригодность. Малахов день не рекомендовалось работать после обеда, а слушавшегося будет ждать большая беда, может во время работы сильно пораниться. 16 января нельзя было оставлять без угощений и домового, к которому наши предки в этот день обращались за помощью, чтобы он отвел несчастье от дома, а также уберег от недоброжелателей. Для него готовили пирог и стакан молока, которые ставили у печки. Не стоит забывать в Малахов день и о творожных блюдах, которые считались залогом счастья в доме. Если 16 января их нет на столе, то в семье могут начаться ссоры и скандалы, вплоть до развода. Запрещено было 16 января упоминать в разговоре и нечистую силу, которая может захватить душу, доведя человека до самоубийства. Нельзя в этот день и заглядывать детишкам в устье печки, поскольку там может сидеть сам дьявол, залетевший через трубу. Он может схватить малыша или же напугать его и сделать заикой. Так считали наши предки. И вы знаете, в Малахов день 16 января нужно обязательно было проводить обряды по излечению от всех болезней при помощи заклинаний и проведения особых обрядов. Считается, что именно 16 января люди обретают огромные силы для борьбы с проблемами со здоровьем. И, вы знаете, запрещено было также 16 января упоминать в разговоре нечистую силу. Ни в коем случае нельзя брать в долг 16 января. И это касается не только денег, но и продуктов, вещей и прочей утвари. Девушкам 16 января нельзя было надевать обновки, иначе позавидуют окружающие. Вечером 16 января, чтобы не случилось никакой беды, нельзя было заниматься тяжелым трудом. А вот блюда из творога, приготовленные 16 января, являются залогом счастья в доме. Также 16 января сегодня достаточно сильный по энергетике день. И в этот день у вас есть возможность изменить свою судьбу. Для этого в любое время, когда вам удобно будет и комфортно, сядьте за стол, зажгите свечу и скажите следующие слова. Горите беды, неудачи и несчастья синим пламенем. И в этот момент смотрите на свечу, как она прогорает, и представляете, как вы живете в изобилии, как вы живете в достатке и благополучии. Желательно за время того, как будет гореть свеча, эти слова «горите беды, неудачи и несчастья синим пламенем» сказать 3 раза. Свеча должна сама догореть, и после этого агарок вам нужно выбросить подальше от своего дома. Вот такой, друзья, по народному календарю у нас с вами 16 января. Ну, а далее, друзья, у нас с вами лунный календарь на 16 января 2022 года. По лунному календарю нас с вами ожидает сегодня 14 и 15 лунные дни. Растущая луна в знаке зодиака Рак. Вы знаете, сегодня один из самых сильных и мощных дней этого месяца. И он признан одним из самых счастливых.
Для этого это время наиболее активных и решительных действий для каждого человека. Поэтому с началом этого дня мы с вами вступаем в период, когда можно начинать очень серьезное предприятие. Поэтому 16 января не пропустите этот день. И он исключительно удачен для старта любого важного дела. Все начатое в этот день с блеском удается. Следующего шанса вам придется ждать аж целый месяц. И этот день, 16 января, энергетически очень силен. И только от вас будет зависеть правильное распределение энергии этого дня. В любом случае, этот день потребует от вас активности и инициативы. Если сможете найти в себе силу и даже дерзость для решения каких-то вопросов, конечно же, в рамках разумного, конечно, вы сможете реализовать свой внутренний потенциал, который так долго ждал своего пробуждения. Не бойтесь начинать новые дела, которые могут казаться бесперспективными, а также не забывайте заканчивать и старые дела, которые ждут от вас своего логического завершения. Если вы потратите энергию этого дня на повседневные мелочи и рутинную работу, то никакого результата вы не дождетесь. Мало того, в конце дня будете чувствовать себя совершенно разбитыми, ничего не добившимися. Только грандиозные проекты и самые масштабные мероприятия должны быть сегодня в вашей жизни. В этом случае в конце дня вы почувствуете подъем сил и радость активного и результативного дня. День весьма богат информацией, причем не только явной, которая лежит на поверхности, но и скрытой, подсознательной. Вы должны уметь уяснить для себя и ту, и другую. Будьте предельно внимательны к каждому слову, сказанному даже невзначай, потому что все будет иметь значение в ближайшем будущем. И уж тем более не избегайте никаких примет и знаков, которые нужно уметь применять ко всем происходящим событиям в вашей жизни. Любой источник информации становится жизненно важным для вас 16 января, так что не лишним будет углубиться в чтение содержательных книг. И вы знаете, сегодняшний день призывает нас к деятельности, к тому, чтобы мы не сбавляли темпов движения, не останавливались на достигнутом, держались выбранного пути, были твердо уверены в грядущем успехе. Избегайте провести этот особенный день в безделье. Энергетические ресурсы не бездонны, и их застой крайне неблагоприятен. В конце дня по возможности устройте вечеринку. Она пройдет бурно и весело. С уважением относитесь к любой информации. Даже случайно услышанная фраза или прочитанная строчка в газете, которая неожиданно привлекла внимание, может оказаться для вас полезной. Что же касательно стрижки, то если вы хотите улучшить не только моральное состояние, но и материальное, то визит к мастеру сегодня обязателен. И сегодня для того, чтобы привлечь удачу, достаточно просто коснуться ножницами волос, а еще лучше сделать стрижку. До похода в салон красоты подготовьтесь. Например, полистайте журналы или поищите на страницах интернета актуальные прически на этот сезон. То, что вы для себя подберете, окажется для вас чем-то новым и подходящим. Подруги захотят такую же прическу, но, увы, она идеально смотрится только на вас. Более того, не наносите на волосы ничего лишнего, ни масок, ни масел. Ламинирование, завивка или химия вас также не обрадуют. Окраска и тонировка волос натуральными красителями поспособствует успеху в делах. Также сегодня сделайте прическу на прямой пробор, чтобы привлечь свежую энергию. Проведите этот день активно, реализовывая все задуманное в своей жизни. Помните о том, что сегодня грусть, тоска, плохое настроение гоните прочь, не задумываясь, и занимайтесь своими делами. Нельзя также 16 января перегружать зрение, чрезмерно пользоваться духами и прочими ароматами. Вот такой, друзья, у нас сегодня с вами день, 16 января 2022 года, воскресенье.